Всем привет! В этом видео покажу и немножко расскажу, как можно поклеить вот такую плитку, так сказать, декоративный камень. Как видите, декоративного камня у меня очень много и надо его весь поклеить. Все по-быстрому, чтобы не затягивать видео. Чисто сам смысл. Значит, в первую очередь подготавливаем стенки и сам камень. И в конце я покажу результат. Ну что, погнали! Перед тем, как клеить, надо немножко камень обшлифовать, потому что, вот видите, имеет такие заусенцы со всех сторон. Камень можно обшлифовать при помощи болгарки и можно пользоваться вот таким станочком. Диск буду использовать просто по бетону. Такого диска вполне достаточно для такой работы. Итак, камень подготовил, обшлифовал, подровнял. Дальше буду уже клеить клеем Knauf K1. Данный клей подходит вполне для такой работы. Если кому-то сложно на такой клей клеить, что он очень пачкается, можно клеить на силикон прозрачный. Тогда вообще супер. Но это уже немножко получается по деньгам дороже. Данный клей примерно должен выглядеть вот так. Падает со шпацеля, и это уже нормально. Стенку подготовили, немножко шлифанули ее, сделали такую, чтобы было бы немножко шурпатая, чтобы лучше к ней клеился бы клей, загрунтовали и так далее. Теперь начну клеить с этого угла. Берем плиточку, так сказать, декоративный камень и накладываем вот так красиво ляпушками, так сказать, дорожкой клей посередине плитки. Накладываем посередине плитки для того, чтобы, когда будем прижимать плитку, чем меньше вылез бы клей за края плитки, чтобы не выпачкать сам декоративный камень. И вот таким принципом клеим весь камень. Который декоративный камень самый такой похуже, так сказать, качество. Буду клеить его снизу и немножко перемешивать, который получше. Так как в этой партии есть немножко камня не очень красивого.
Ну вот, потихоньку уже заканчиваю клеить декоративный камень. Вот смотрите, после того, как поклеил камень, остаются вот такие щели между стенкой и декоративным камнем. Данные щели надо засиликонить силиконом и подкрасить. Значит, теперь буду обклеивать ленточкой стенку и декоративный камень. Теперь, когда обклеил ленточкой, буду силиконить. Силиконить буду обыкновенным силиконом, прозрачным, который можно красить сразу по-мокрому и который схватывается после 30 минут. Буду подкрашивать такой же самой краской, которой крашена стенка. Вот таким принципом, просто обыкновенной кисточкой. Когда все подкрасил, вот как видите, здесь буду устанавливать розеточку. Здесь наращивать ничего на камень не буду, так как здесь ровно. Подобрал камень более-менее ровный, и розетка подходит здесь и так хорошо. Вот здесь в другом месте я поклеил и устанавливал вот такие выключатели двойные. Здесь камень, так сказать, плитка неровная. Пришлось вот так наращивать, чтобы красиво все получилось. Поставить выключатели, рамочки и так далее. На том первом, где розетку я ставил, там не наращивал. Там более-менее ровный камень. Все и так красиво получается. Теперь, когда подкрасил, надо быстрее снимать ленточку, потому что если схватится силикон, ты ее уже не снимешь. Ну что, снимаем ленточку. Теперь вот как видите, я еще клеил и в других местах декоративный камень. Обклеил две арки проходные, потом арку в стенке, где будет стоять телевизор. Вот как все выглядит. Везде все засиликонил, все подкрасил, и вот результат. Постараюсь показать, сколько возможно, конечно, по максималке. Вот как все выглядит. Данный камень такой шурпатенький, местами гладкий. Это специально такая структура у него под старинку. Ну, мне нравится. Подкрасил, и вот результат. И стенки тоже покрасил, пошпаклевал, просто это я не снимал и не показывал. Просто вот теперь можете увидеть окончательный результат. На мой взгляд, совсем неплохо. Конечно, я небольшой специалист, но как-то так вот получилось. Надеюсь, может, кому-то было интересно это видео посмотреть. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.